Многие туристы сюда не доезжают и тратят огромные деньги в центре Стамбула, когда всего в 30 минутах есть этот прекрасный район Флория с парком, торговым центром, длинной набережной и даже пляжами. Сегодня мы с вами проверим актуальные цены на продукты и одежду здесь, а самое интересное, я отведу вас в место, где можно пообедать с видом на море по копеечным ценам, в которые просто сложно поверить. Обещаю показать все чеки и меню, так что досмотрите до конца. Привет всем! Ваша любимая Турция на связи. Сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе с нами, всей семьей, в районе Флория. Главная фишка этого торгового центра – это огромный Истанбул аквариум. Он действительно впечатляет своими масштабами, но и цена соответствующая. Входной билет в 2026 году стоит около 1500 лир на человека, это примерно $30. Мы здесь были уже и не раз, поэтому сегодня идем мимо, но для первого посещения это место точно стоящее. Смотрите, тут сегодня Теслу рекламируют. Интересно посмотреть. Сейчас спустимся вниз. Это на нижнем этаже. Мы сейчас наверху. Посмотрим, что она из себя представляет. Подходит. Yakıştı aşkım. Yakıştı. Такая машинка. Красавица. Тесла. Можно потрогать, посидеть. İçi nasıl? Güzel. Neden boş burası? Bomboş. Bu elektrikli araba gibi duruyor. Yok, burada bir şey olması gerekmiyor mu? Yok. Ekran bu. Да, такой один экран, так странно, тут ничего нету. Панели приборов нету. Прикольно. Здесь такая классная терраса. Смотрите, какая красота. Сегодня утром было холодно. Ну, сейчас уже солнышко вышло, поэтому очень тепло, где-то, может, градусов 15, но солнце греет уже конкретно. Ну, все-таки сейчас, какое, 2 мая, как бы пора уже. Все никак не придет теплая погода в Стамбул. Вид с этой террасы просто волшебный. Раньше, когда еще старый аэропорт Ататюрк прямо через дорогу от этого торгового центра работал на полную мощь, самолеты пролетали здесь каждые 5 минут, буквально над головой. Сейчас летают редко, в основном небольшие частные или грузовые самолеты. Сегодня в объектив, к сожалению, они не попали, но панорама моря компенсирует все. Хочу еще зайти в H&M, посмотреть, что здесь есть из новенького, интересненького. Давно тут не была, потому что в нашем местном торговом центре нету H&M. Уже летняя коллекция. Смотрите, такие футболочки 850 лир, штаны почем по 1400. Кстати, нормальная цена, хорошее такое качество. Смотрите, какая блузочка красивая, 1300 лир. Если честно, цены меня очень радуют здесь, потому что в LC Waikiki последнее время, в де-факто в Waikiki я вам показывала, что цены, немножко меньше, может быть, но не прям сильно. Джинсы такие вот тоже прикольные, 2000 лир. Маечка, это даже боди такое, 850. Платья вот тоже такие летние, прикольные. Так, давайте джинсовую куртку посмотрим, сколько стоит. Курточка 2000 тоже. Нормальная цена, как по мне, в H&M. Мне еще понравилась такая рубашка. Смотрите, здесь рукава на резиночке. 1300 лир она стоит. Приталенная такая. Она не белая, это молочный цвет. Красивая. Ничего я не купила себе в H&M, потому что кое-кто вечно недоволен. Кто сзади меня идет. С ним невозможно ходить по магазинам, потому что он это все очень сильно не любит. Не хочет ждать меня, поэтому я так быстро пробежалась, чтобы вам показать. Меня прям H&M порадовал. И коллекция приятная, и цены тем более. Так, мы сейчас зайдем здесь в макроцентр. Вы, кстати, просили обзор, но он просто не везде есть. Так, покажу вам, какие здесь приблизительно цены. Смотрите, здесь тоже есть вот этот дубайский шоколад от марки Бейолу. Очень вкусный. Стоит он здесь 209 лир. И вот такой вот улькер 127 лир. Здесь 93 грамма, а здесь получается 200 грамм. Этот выгоднее брать даже.
Смотрите, тут есть бублики. Называется Курусимит. 220 лир, правда, наверное, или 90. Смотрите, какие красивые здесь упаковочки. С лукумом продаются от фирмы Коска. 714 лир, здесь 550 грамм. Ну, такая упаковка средняя, я бы сказала. Ну, интересно, здесь лукум. Я так понимаю, это лавандовый и с гранатом. И вот с фисташками 644 лиры. Странно, что он дешевле этого. Обычно, наоборот, бывает фисташки дороже. И такой есть с орешками. 714. Так, смотрите, здесь сыры. Какие-то интересные есть. Ну, цены здесь, сразу говорю, дороже, чем в Мигросе, например. Йогурты, вот. Видите, цены. Ну, даже я не знаю, что вам здесь поснимать. Интересные есть вещи, но цены на них не радуют. Мы переместились в парк Флория. Он, в принципе, в пешей доступности от того торгового центра, в котором мы только что были. А так во Флория можно пройти по набережной минут, наверное, 10. И будет этот прелестный парк. Здесь можно покушать, здесь есть ресторанчики. И сейчас мы тоже хотим там покушать, но нужно для этого записаться, потому что там всегда очередь. Это ресторанчик от мэрии, и цены там очень-очень приемлемые. Я вам уже не раз показывала, как мы кушаем в этом ресторанчике. Там есть и рыбные блюда, и мясные блюда. Вообще очень там приятно сидеть, находиться. Не думайте, что если это такой государственный ресторан, то там все так себе. Нет, это очень классный, еще и прям на набережной находится. Кстати, доехать сюда, в этот торговый центр или в этот парк можно на Мармарай, прямо от центра. От станции Сиркиджи, это станция, которая находится возле Менюню, возле египетского рынка, ходит прямо Мармарай до остановки, которая находится прямо возле торгового центра. Поэтому это очень удобно. Если раньше сюда туристы не добирались, просто потому что очень было неудобно ехать, ну, без машины, наверное, никак даже, да, или на автобусе, то сейчас прямой Мармарай ходит сюда, ну, может, за полчаса вас, даже меньше, наверное, довезет. Мои пошли записываться, вот так называется этот ресторанчик. У той кафешки есть еще здесь, вон, сверху такая кафешка, ну, там такой чай, завтраки есть. Это магазин цветов живых, растений, точнее. Рассаду здесь можно купить. И вот этот ресторан, в который мы записались, кстати, мы 15-е в очереди, ну, это еще нормально. Бывало так, что мы и 70-е были, ждали где-то 2 часа. Ну, сейчас, я думаю, это быстренько очередь пройдет. Смотрите, какая красота. Мира кошечку видела. Не может, конечно же, не погладить. Такая милашка. О, какая хорошая. Прелесть. Маленький еще котеночек. Она маленькая еще. Такая хорошенькая сразу. Да. Сразу к Мире ластится. Ой, 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 ой. Ой, какая зайка. На солнышке она пригрелась. Да, якобы надо так. А здесь еще прямо на берегу есть еще одна такая кафешка, ну, такая кафетерия. Там можно, в принципе, покушать что-то типа пиццы, гамбургеров, ну, такого фастфуда. И попить напитки, турецкий кофе, чаек. Тоже там прикольно сидеть, можно внутри сесть. Ира ждет нас. Можно вот здесь вот за столиком, прямо с видом таким прелестным. Очень люблю, кстати, это место. Столик, если вот так сесть сюда, классно будет. И моречко вот, мое любимое. Обожаю море. Тут можно, кстати, взять на прокат самокаты через приложение. Раньше здесь еще велики можно было взять на прокат, но я смотрю, что убрали их. Раньше стояли они здесь. Здесь такая длинная набережная в одну сторону и в другую сторону. Вот там вот находится торговый центр чуть дальше. И видите, здесь есть даже такая велодорожка, потому что очень многие здесь занимаются спортом. Можно на велике здесь ездить, ну и плюс еще здесь в аренду уже самокаты можно взять. Поэтому на самокате тоже по этой дорожке ездят. Вот парни сзади меня сейчас проедут, смотрите.
Как бы эта дорожка исключительно для тех, кто на чем-то едет. Ага, вот принесли просто велосипеды в другое место. Аренду велосипедов, кстати, были раньше другие велики. Это какие-то новенькие. Смотрите, какие классные. Новенькие, сразу видно. Тут скачиваете приложение по QR-коду, и можно их отсюда потом забрать. Точно так же, как и, в принципе, такая же система, как и с самокатами. Что уже не получается. Называются они вот фирма, точнее приложение. Тут, видите, есть разные самокаты, потому что разные есть приложения к ним. Так что, в общем, всем советую сюда приехать, те, кто в Стамбуле будет когда-нибудь. Это европейская часть, напоминаю. Есть еще, кстати, парк аттракционов, видите, там вдалеке, ну, для детей, может, кому-то интересно, там не для детей только, для взрослых тоже есть, то можете и там поразвлекаться, видите, много аттракционов, все работает. А чуть дальше там находится уже торговый центр, вот видно его кусочек, в принципе, очень все близко. Давайте я вам покажу кусочек моря. Так, сейчас до него дойду. Аккуратно надо по этим камушкам. Вот такая красота, смотрите. Кораблики стоят, видите, в каком огромном количестве. Они ждут свою очередь, чтобы пройти Босфор, пролив. Смотрите, сделали здесь такую насыпь. Вот ее не было раньше, вот этого белого песочка. Можно спуститься вниз. Вон люди сидят, прям к водичке спустились. Прикольно. Это, оказывается, ракушки все, представляете? Мои хотят попробовать воду и при этом не намочить обувь. Ой, я надеюсь, что у них это получится. Ну как водичка? Нормально? Купаться будешь? Мама. Нас посадили уже. Мы буквально, не знаю, 25 минут всего лишь прогулялись и сразу нас позвали. Отлично. Кстати, у нас такой же столик, за которым мы сидели когда-то с моей мамой прямо у окошка. Смотрите. Прям с видом на море у нас. Ну, просто повезло. Тут как бы не выбираете столик, потому что ресторан забит, очень много людей. Но мы сели за столик, за которым мы были, с прекрасным видом. Здесь в электронном виде, поэтому показываю вам с телефона мужа. Значит, смотрите, здесь у них есть специальные блюда, вот такие вот. Это мясо в тандыре, мясо ягненка и так далее. Муж мой заказал одно из этих блюд. Ну, цены вот такие от 450 лир до 650. Повторяю, что этот ресторанчик от мэрии, поэтому цены здесь намного меньше, чем в других ресторанах Стамбула. Вот уже обычное меню. Здесь есть у них супчик. Я заказала, например, рыбный суп. Рыбный суп есть далеко не везде. Стоит он 110 лир. Дальше салатики здесь по 70 лир. Такие более с курицей или с сыром жареным по 165 лир. Так, что еще вам интересного показать? Вот, например, есть котлетки на мангале из гара 300 лир. Есть бонфиле тоже на мангале 640 лир. Вот такие вот цены. Есть также и рыба, видите, дорадо, например, стоит 825 лир на мангале. Это большая рыба. А есть поменьше в 2 раза, то 475 лир будет стоить вам. Леврек, морской окунь, по 500-700 лир. Так, что еще вам интересно? Вот сладости, кстати, здесь тоже есть, я вам попозже их покажу. Тут можно на них посмотреть сразу же. Профитроль 80 лир, вообще отличная цена. Sütlaç, знаменитый турецкий, тоже 80 лир. И напитки вот такие, очень вкусные здесь. Из граната щербет я заказала, его 60 лир стоит. Вода по 8 лир, вообще таких цен нигде в кафе вы не найдете. Вода обычно где-то 30 лир стоит. Айран по 22 лиры. Здесь также есть и завтраки, не знаю, до какого времени они их подают. Ну, обычно завтраки в Турции до 12. Да, здесь, кстати, это и написано, что завтрак здесь, здесь даже до часу получается. До часу дня это на выходных, а среди недели до 12. Здесь вы можете позавтракать. Ну вот, например, тарелка с завтраком стоит 275 лир. А серпне завтрак, это где много-много тарелочек, по 500 лир. Тоже обычно он где-то 1000 стоит и так далее. Чай по 12 лир, это если вы отдельно заказываете. Ну, в завтрак обычно входит чай. В общем, тоже такие цены классные, как по мне. Можете остановить, посмотреть. Принесли мой супчик рыбный.
Нужно лимончиком заправить его. Вот такая красота получается. Я обожаю здесь рыбный суп. Там кусочки рыбы прямо белые. Вот, видите? Картошечка. Ну, такой похож на нашу, ну, не уху, но что-то типа. Очень мало где в Стамбуле, в Турции можно найти рыбный суп. И это вот один из ресторанов, где он действительно есть. Кстати, хлеб здесь приносят совершенно бесплатно, как и везде в Турции. Но здесь именно в таких кафешках обычно хлеб от мэрии, государственной, вот этой фирмы. Он такой обычно в индивидуальных упаковочках. Это Акденис называется, средиземноморский хлеб, ну простая булочка. Есть еще бывают черные, ну в данном случае здесь черного нет у нас. И уже принесли ее блюдо, у нее такая рыбка, называется жюльен дильбалы. Это блюдо. Рыбка порезанная кусочками и обжаренная. Это картошка. Попалась тебе картошечка во фритюре. Очень вкусная, такая мягкая, без костей она. И соус тоже подается вот такой, по-моему, это тартар называется. Вкусненький соус. Я тоже люблю такое. Приятного аппетита, зайка. Спасибо. Так, нам принесли основные блюда. Evet aşkım, ne aldın Evet. sen? Что у тебя İç рассказывай? pilavlı kuzu tandır. Ага. С пловом. Тандыр. Это вот это мясо. Делают его в тандыре. Это такая специальная печка. Оно просто рассыпается. Evet, lime lime. Вкуснятина. Nasıl? Şu an bulutların üstündeyim. Говорит, выше облаков. Ну, потому что это мясо действительно такое очень нежное, оно тает во рту. Пилав nasıl anlat bakalım. Pilavı da güzel. Kuş üzümü var içinde. Плов необычный турецкий рис, а с такими маленькими, видите, это называется куш üzümü. Evet. Изюм, но необычный изюм, он такой типа сладенький. Biraz tatlı değil mi? Evet, inanılmaz. Afiyet olsun aşkım. Мне принесли тоже мое блюдо. Это на подложке из соуса из баклажан, вот оно, куриное мясо. С перцем, видите, сделали его. Очень тоже вкусное, очень люблю вот этот вот соус. Называется он бейндили. Очень, кстати, многие блюда делают из них. Вкуснятина. Курочка тоже, видите, мелко обжаренная, мелко порезанная. Перцы это тоже высший класс. Это сладкие перцы. И сделано это все на мангале. Обалденно. Еще у меня вот такой вот щербет из граната. Я почти его уже выпила. Это отдельное удовольствие. Кстати, тоже не везде это встретишь такой напиток, но здесь его, я так понимаю, делают сами. Очень-очень вкусный. Нам принесли чаек. Чай здесь, кстати, бесплатно, угощение. А мои взяли еще сладости, но мне уже не лезет. В мире профитроль. У мужа я не знаю, что это такое. Какая-то вкусняшенька. Я просто чаек попью, мне хватит. Знаете, многие, когда только первый раз в Турции или там первый несколько раз, то удивляются, что чай приносят после еды. Обычно спрашивают, что, ну, говорят точнее, что мы это не заказывали, мол, уносите, платить за это не будем, но тогда говорят уже, конечно, официанты, что это икрам. Икрам это по-турецки угощение. И в заведениях, типа в ресторанах, в кафе, очень часто после еды вам могут принести бесплатный чай, а в некоторых таких каких-то более люкс-ресторанах даже турецким кофе могут угостить вас бесплатно. Ну, здесь в данном случае нас спросили, хотите чай или нет. Но обычно, когда спрашивают, это значит, что они угощают чаем. Иначе вы просто не спрашивали, да? Я никогда не отказываюсь. Очень люблю турецкий чай и очень приятно, когда это бесплатно. Принесли нам счет, муж заплатил, не успела, он сфоткал, я не успела заснять. Забрали, короче говоря, счет. Смотрите, получилось у нас 1600 лир. Кстати, мы уже второй чай пьем, и за второй чай пришлось заплатить. Один чай был бесплатно. Кстати, видите, здесь в меню есть такая штука, кувер.
Кувер – это как бы за сервис плата. Раньше, по-моему, 4 лиры с человека брали, что-то такое здесь, я уже не помню. Ну, то есть за то, что вам приборы положили, в общем, скатерть накрыли. Но недавно вышел в Турции закон и отменили эту плату, поэтому кувер бесплатно, видите, уже 0 написано. Ну и вот такие вот цены. Мой супчик 110 лир, салат 70 лир. Бюрек мы еще заказывали, я, по-моему, не показывала его. Кола 60 лир, мой напиток тоже 60. У Миры был айсти 60. Ягненок на тандыре, это самое дорогое здесь блюдо, как вы можете видеть, 450 лир. Мое блюдо 220 лир, у Миры была рыбка 300 лир. Ну и это вот сладости по 80 лир. И вот такой вышел у нас счет. Мне кажется, что это очень бюджетно на данном этапе в Турции. Я подпишу вам цену в долларах, конечно же, но просто знайте, что обычно таких цен за такое меню, рыба, там, мясо и так далее вы нигде не найдете, кроме как в таких кафешках от мэрии. Смотрите, какие здесь красивые сладости. Это кешкюль, супангиль. Это какой-то с бананом, бананас называется. Это с каштаном, кестанет от лысы, вот так выглядит. Это триличи, наверное, да, триличи. Такой тортик с молочной пропиткой. Это знаменитый сутляч, его все знают, рисовый пудинг. Это то, что Мира ела, профитроль. И турецкие сладости кадаиф, такой вот. И тахинли сарма, тоже сарма сладкая. Видели, сколько людей на выходе из ресторана? Вот сзади меня название, сейчас еще раз вам покажу. Вот так называется этот ресторанчик, Флория ресторан. И сверху нужно, чтобы обязательно было написано «Сосиальте Сислери». Это означает, что ресторанчик от мэрии. Мы когда выходили, девушка, которая очередь принимает, сказала, что 55 человек уже в очереди. То есть мы очень вовремя покушали, точнее, очень вовремя успели записаться в очередь, чтобы были мы только 15, 20 или какие там уже, я не помню, говорила. Очень быстро наша очередь пришла. Но пока мы кушали, к сожалению, испортилась погода. Стало очень ветрено, пасмурно. И, к сожалению, мы хотели прогуляться здесь по набережной, но не получилось у нас это сделать. Покажу вам еще раз этот красивый парк. Он на самом деле очень большой, это не только вот это. Туда еще вдаль идет. Можно пройти. Здесь там еще есть еще одна детская площадка. Короче, здесь очень много зелени. Не знаю, что мы пошли этой дорогой. Много людей здесь. Вот. И я еще, знаете, что хотела вам сказать? Что здесь есть недалеко пляж. Пляж платный. К сожалению, не знаю, сколько сейчас стоит здесь этот пляж. Называется он Гюнеш пляжи. Он немножко в ту сторону, где торговый центр. Я вам показывала. И получается перед ним, ну совсем близко. То есть, в принципе, тоже на Мармарае можно до этого пляжа доехать без проблем, кто хочет именно покупаться в Стамбуле. Но я лично и мой муж не купаемся в Стамбуле, потому что вода все-таки не настолько приятная, как хотелось бы. Если вы вдруг захотите сюда приехать на машине, то имейте в виду, что парковка в парке платная, и заплатили мы за 2 часа 140 лир. Ну, там в зависимости от того, сколько вы находитесь на парковке, то будет цена меняться. Dın. Kutu açılışına hoş geldiniz. Мы по дороге купили сладости турецкие, муж точно захотел. Sizin baklavanız hangisi? Oo, maşallah hepsini seçtim. Evet. Bu burada yapıyorlar. Çoğu yerde yok. Katmer. Katmer, вот это он говорит. Bu Ankara dedikleri Какие-то. Ankara sarma. Ankara bu fıstıklı sarması. Osmanlı. Bu cimcik. Вот это полностью с Osmanlı фисташковой sarması. такой пастой. Я не люблю, она слишком такая мне тяжелая. Bu cimcik. Böyle yapıyorlar. Cimcikliyorlar. Bu Ankara dedikleri. Ну, это, в общем, тоже какая-то разновидность пахлавы, просто его так сжимают. Это какая-то Анкара пахлава. В общем, все с фисташками. И Bu за çok güzel все... yalnız. Methettiler. Onu bir... Да, мамочка. Он у меня любитель просто турецких сладостей. За все заплатили вот 1230 лир. Не знаю, здесь. Bunlar hepsi farklı fiyatта mı? Hemen aynı fiyatlar. Hmm. Bir tek 1600 lira şey. Kaç kilo tuttu ki yazmıyor? 1 kilo küsür. Bu şey 1600. 1600. Bunlar 1100. 1100 за килограмм. Bunlar da 1100. 1100 за килограмм. Вот это самая дорогая, потому что здесь больше всего фисташек, конечно же. Evet. В общем, он не выдержал, будет сейчас кушать.
Катмер, да? Katmer. Он еще и с каймаком, видите, белая прослоечка, это каймак. Ну что, как вам наша прогулочка, как вам это место в Стамбуле? Думаю, не все о нем знали. И, конечно, напишите, как вам такие цены. Мне кажется, что очень даже сегодня мы с вами удачно сходили, и цены оказались более чем адекватные. Жду ваши комментарии, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока-пока!